Мы приехали в пункт ожидания, город Штутгарт. Штутгарт, да? Штутгарт. Вот, и решили пока остановиться здесь. Пока мы здесь ждем, я хочу показать вам, как волонтеры все организовывают для детей, для взрослых, что здесь вообще есть. Такой вот зал ожидания. Я пошла еще раз к детям схожу. Такой вот зал ожидания, где есть здесь кофе, чай. Здесь вот кофе, чай. Я пошла с другой стороны, булочки. Я сейчас покажу вам, что там на втором этаже есть. Теперь мне нужно учить немецкий язык, потому что здесь все разговаривают на немецком. Мы хотели сначала поехать... Ладно, потом вам расскажу, куда мы хотели поехать, почему здесь остались. Здесь вот есть всякие... Тоже чай, кофе, конфеты всякие, памперсы, прокладки, бумажки, влажные салфетки, печенье, вода. Также здесь есть детские игрушки, обувь. Все можно играть, все можно брать. Все можно смотреть. Здесь вот. Это мы на вокзале, пока ждем наш автобус до отеля. Давид, ты выбрал все машинки? Здесь тоже. Игрушек куча. Это все можно брать. Бесплатно абсолютно. Для тех, кто убежал от войны, нам предоставило государство, можно так сказать. Я еще не раздеваюсь. В общем, нам дали 3 номера по 2 человека. Я с Тимуркой, Алинка с Давидиком и мама со свекровью. Нам дали 3 номера. Все бесплатно. Абсолютно бесплатно. Покажу вам номер. Здесь вход. Внизу стоят наши сумки. Я не буду показывать. Здесь вот сразу идет, получается, кондиционер. Я еще ничего не разбиралась. Ванна, туалет. Что здесь есть? Унитаз. Вообще ремонт шикарный. У нас это было бы 5, наверное. Здесь 3-звездочный отель. Смотрите, какая раковина. Фен есть. У меня в Харькове остался фен, плойки. Все осталось в моем Харькове любимом. Здесь есть фен, есть зеркало. Смотрите, какая крутая мойка. Есть даже гель. Это Давид только что руки мыл. Огромное, большое, прибольшое зеркало. Здесь еще есть душ. Смотрите. Я рассчитывала, конечно, на другие условия. Думала, что будет попроще. И с тем, что мы спали в школе, на полу, везде. Но это для меня, конечно, Германия, высший пилотаж. Дальше здесь есть еще одно зеркало. Туалетная бумага. Сюда расставим все свои баночки. Номер с Тимуркой. Здесь тоже зеркало и для одежды. Я просто не знаю, куда буду одежду доставать. Ну, правда, у меня не так уж и много. И здесь вот такое вот у нас... такая кровать двухспальная. Мы будем на ней с Тимурчиком спать. Точно такой же номер у Алинки с Давидиком и у мамы со свекровью. Здесь полочки, на которые тоже я разложу наши вещи. Светильники. Здесь идет телевизор даже. Представляете, как давно не смотрела. Кресло, рабочий стол, где я буду монтировать для вас ролики. Насчет Wi-Fi еще, кстати, нужно узнать. Здесь шторки можно закрыть. Тут я вещи поставила, кресло. Здесь я буду сидеть, монтировать для вас видосики, рассказывать про нашу жизнь в Германии, что мы будем делать дальше. Я, конечно, в восторге от такого гостеприимства, от таких приемов беженцев, убежавших, да. Располагаемся, моем руки, и у нас уже сейчас будет ужин, нас будут кормить ужином, тоже вам покажу. У нас там был снэк-бар, я не сняла, но я в снэк-баре взяла только что вот такие вот ореховые шоколадки. Потом в этом снэк-баре еще вот такие шоколадки взяла. Потом еще взяла бананы, соки, воду. Все абсолютно бесплатно. Вещи стирать. Я только что все, как и прошлые 2 недели, стираю вручную. Уже привыкла, если честно. Но спасибо, здесь есть теплая вода. Так я под холодной водой стирала носки, трусы. Кофта детская. Вот эта кофта. Нет, не вот эта, другая, красная, которая у нас в рюкзаке. Эту кофту мы взяли с собой. В ней ребенок неделю был в подвале. Стирать, естественно, было негде, потому что ни воды,
ни отопления, ни газа не было. Поэтому у нас всего 4 кофты, которые мы взяли Давидику. Ту, которая был в подвале, вот эту, в которую он ехал, и там еще 2 сменные ночные. Я сейчас вот стирала кофты, носки. Свет такой, потому что Тимур уже спит. Вообще, смотрите, какую классную кофту. Спасибо, Боже, спасибо, добрые люди, которые вещи приносят для беженцев. Тимуру вот такой, она сейчас мокрая кофта с динозаврами. Вообще она светлее. Тоже постирала. Тепленькая кофточка. Здесь, оказывается, в Германии намного теплее, чем в Украине. Там была зима, прям снег. Сюда мы приехали в 9 градусов. Это все к чему? Это все к тому, что здесь нет батарей, отопления, кондиционером греют. И сушить вещи негде. Те же самые трусы, носки, вот кофты. Поэтому мы вот так придумали возле входа стирать, вешать на тремпеле и сушить. И что делать? Грязно уже не ходить. Завтра поищем, может быть, где-то есть постирочная. Вот эти штаны я стирала еще в Румынии. Они не успели высохнуть. Мокрыми уже везла. Мы так устали. Сегодня первый день. Мы ходили на ужин. Я пока развешиваю, вам расскажу. Ходили на ужин. А вот еще штаны, которые я себе взяла в тех же вещах, которые раздавали. Теплые, ну как они теплые, такие тоже постирала. Мягкие пижамы. Мне тоже спать не в чем. Я вообще свои вещи все оставила в Харькове, у меня вообще вещей нет. Покупать новые, я не знаю, сколько они здесь стоят, это может быть даже дорого. Какие есть магазины, поэтому я взяла себе тоже вещи, которые раздавали, чтобы вот спать, ходить. Потому что мои тоже все вещи остались в Харькове, я тоже без одежды. Все, что покупали, все, что оставили в Харькове. Поэтому спасибо добрым людям теперь с пижамой. Я хочу перебрать наш чемодан, потому что я туда все загружала. Вообще там сейчас кошмар, что творится. Потому что там вещи, которые мы привезли с Украины, вещи, которые мы взяли здесь, которые нам дали. Вот, и перестирать все тоже, посушить частями, потому что мало места, где сушить. Тимур, дальше телефон от глазиков, хорошо? Мы с Тимуркой тут уже приготовились ко сну. Тимурчик лежит, смотрит телефон, пока я стираю. Мои уже все спят. А я еще хочу пойти в душ, покупаться, голову помыть. Очень понравилось, как люди здесь относятся. Спасибо большое вообще людям. Я в историях своих рассказывала. Здесь тоже расскажу, как относятся люди к беженцам. Никуда поставить. Боюсь, что упадет. Сюда. На зеркало. О, нормально, да? Все так добродушно, очень душевно, очень, знаете, так по-доброму. И я, конечно, мы когда ехали, мы вообще даже не рассчитывали, что мы будем в отеле в каком-то жить. Я не знаю, Вселенная, наверное, просто нам помогает. После всего того ужаса, который мы пережили, и уже после той бомбежки страшной, когда мы думали, что все, честно, уже прощали с жизнью и молились, чтобы выжить. Не знаю, это, наверное, сейчас самое большое счастье оказаться, знаете, в приближенных к дому условиях, потому что мы уже привыкли и в школе спать на полу, и без горячей воды быть, и не купаться, и голову не мыть. Главное, знаете, главное, чтобы все были живы и здоровы, и вот попасть к таким добрым людям, которые тебе и крышу над головой дают, и кормят тебя по всей нашей, вот по всему нашему путешествию. Сколько людей мы таких вот встретили и в Румынии, и в Украине, и в Германии. Это, конечно, дорогого стоит, и спасибо этим людям большое. Я уверена, им вернется столица и все то добро, которое они делают для нас, для людей, убежавших от войны. Вот. И какие-то были у меня вопросы у девочек, я хотела ответить на них.
Уже, если честно, повылетало все из головы. Ой. Если что, пишите в комментариях. Но вот основные это то, что если девчонки боятся, да, там без мужчин уезжать, мужчин не выпускают, мужчины военно обязаны, и они находятся в запасе, скажем так. В основном женщины боятся уезжать без мужчин, потому что ехать в никуда, как мы ехали. Мы ехали в никуда. Нас никто не ждал. Нет, у мамы есть подруга в Германии, которая говорила, можете у нас побыть, посидеть, но как бы тоже навязываться не хотелось, и сидеть долго даже у друзей, это, ну, ненадолго все. Рано или поздно все равно пришлось бы искать жилье. В итоге мы все равно ехали сами отдельно, просто в никуда. Вот мы ехали по Украине, у нас был план доехать до Черновцов, а оттуда до границы. На границу в Румынии. Все, дальше у нас никакого плана не было. Я такая уставшая, не обращайте внимания, сейчас у нас уже 10 часов, и после почти суток в дороге в автобусе хочется уже, знаете, максимально полезным быть для тех, кто собирается уехать. У нас не было никакого плана после того, как мы пересечем границу в Румынии, куда мы поедем, в какую страну, где мы будем, в каком городе останавливаться. Вообще. Мы ехали на свой страх и риск просто в никуда. Мы просто спасались от войны, спасали детей от войны, женщины. Мужчины спасали своих женщин от войны. То есть наши мужчины, они нас спасли от войны, они нас привезли к границе. Дальше мы уже сами себе прокладываем путь, так сказать. Но у нас не было никакого плана, у нас не было ничего, каких-то там средств на передвижение. Мы знали заранее, вот что в Румынии, в Германии, в Молдавии, в Польше для людей, убежавших от войны, передвижение, транспорт, он бесплатный, автобусы, поезда и самолеты, они бесплатные. Самолеты, единственное, там 100 тысяч билетов выделяют в эту Визаир, но там нужно заранее бронировать. Но поезда, автобусы бесплатные, и волонтеры на них садят. Вы не владеете, например, языком, там, румынским, да, или немецким. Но есть волонтеры, которые русскоговорящие, которые вас встречают на границе. И сразу вас просто спрашивают, вам нужна помощь? Вот мы переступили только границу, прошли таможенный контроль, и нас спрашивают, вам нужна помощь на русском? Девочки, они все в жилетах одеты, в оранжевых, в салатовых, там написано сзади переводчик, волонтер, то есть это вы переходите границу, вас сразу эти люди встречают. И к нам сразу подошла девочка, спросила, вам нужна помощь? Мы говорим, да, на куда вам? Мы не знаем куда. Мы не знаем куда. У вас есть кто-то? Мы нет, у нас никого нет. Мы в никуда. Что вы можете нам предложить? Она нам предложила какие-то там страны, Франция, Италия, Германия. Вот. И как добраться в Германию, когда ты перешел границу в Румынии? Почему в Румынии? Потому что там меньше народу. Все едут через Львов в Польшу. Там вообще очень много людей, и очень сложно и границу перейти, и попасть куда-то, и переночевать, так как мы ночевали как кочевники каждый день в новом городе. Нам нужно было, чтобы было хотя бы какое-то место приткнуться. Спасибо моим девочкам еще раз, которые нас приютили. И поэтому мы поехали в Черновцы, а Черновцы 30 километров от границы в Румынии. Плюс мы уже тоже там друзья своих жен точно так же переправляли, поэтому мы уже знали, что это возможно, эта история. Подружка моя тоже, Гуля, привет тебе. Тоже они, правда, через Молдову, в Румынию переходили, тоже в Германию ехали на автобусе. Ну куда в Германию, в какой город, как туда добраться, где ночевать, за что туда ехать. Ничего у нас не было спланировано. Мы просто перешли границу, нас взяли волонтеры вот так вот, и никуда не отпускали в эту палатку, накормили, мы взяли себе все, что нам нужно в этих палатках, и одежду там, и салфетки, и воду, и еду. И потом они сказали, вот едет автобус, он едет в Орадию. Там вот это их церковная, как это боже называется, коммуна. И они предоставляют жилье беженцам, кормятся. Мы согласились, потому что потом они этот автобус, вот живут люди там, да, один день, 2 дня, они потом перенаправляют. Один автобус поехал во Францию, второй автобус поехал в Германию. Это все для нас, для убежавших от войны, бесплатно. И мы поехали, в этом автобусе было 50 человек. Вот мы перешли границу, покушали там, чуть-чуть пришли в себя и сели в этот автобус.
Вот, и мы поехали в эту радио, это в Румынии, мы ехали 8 часов туда, тоже очень устали, нас встретили ночью в 4 утра, эти добрые люди, они нас приютили, там у них вот этот дом большой, я вставлю фотку сейчас, посмотрите. Как раз там много комнат, у нас было 6 человек, женщины плюс дети. Наши всегда, я, мама, Алина, свекровь, мои дети, у нас 6 человек было, и нам дали большую комнату, в которой мы все разместились, там были теплые одеяла, теплые подушки, там была теплая вода, был теплый душ, я все это вам показывала. Не знаю, в Ютубе, в Инстаграме, если вы не следите за мной, следите, я уже, честно, не помню, куда это выкладываю. Плюс там нас кормили завтрак, обед и ужин. То есть люди настолько добрые, боже, настолько им большое сейчас спасибо за то, что они так относятся к Украине, к нашей беде, к нашей ситуации. И настолько по-доброму просто помогают, безвозмездно, бесплатно. Там были тоже салфетки, вода, женские все причиндалы, да. Все, что не успел ты купить в магазине, все, потому что ты, когда сидишь в Харькове, когда тебя обстреливают градами, когда у тебя комендантский час, ты выходишь на улицу и начинают просто там где-то автоматы, где-то грады, где-то ракеты летят, а тут над головой истребитель, ты ни в какую аптеку не ходишь, ты ни в какой магазин не ходишь, у тебя все закрыто на районе, где открыто, черти где, туда дойти под этими бомбежками, это вообще великая удача дойти туда обратно и вернуться живым. И ты, естественно, сидишь, у тебя ничего нет, ты ничем не запасся, у тебя нет ни мыла, ни шампуня, ни геля для душа, естественно, ты это ничего с собой никуда не берешь. Ты просто собираешь документы, какие вещи просто видишь, вот так трясущимися руками, паспорт, ищешь эти свидетельства о рождении, все вот эти документы, и думаешь, так, а детям нужно хоть какую-то одежду взять. Естественно, никакой косметики, я никакие кремы с собой не брала, ни шампуни, ни фены, вот вообще все, что у меня есть, у меня все осталось дома. Даже вот вообще целая просто у меня коллекция была парфюмов, я могла хотя бы один взять. Я ничего не взяла. Я до сих пор хожу с маникюром, который я сделала 2 месяца назад, и даже не смогла дома снять ногти. Сейчас я не знаю вообще, что с ними делать. То есть в таком состоянии, что ты просто хватаешь вот телефоны, зарядки, документы, какие-то детские вещи, все это в сумке. Вот так лежишь, дрожишь, потому что тебя обстреливают со всех сторон градами просто. И молишься, скорее бы, пожалуйста, было утро, пожалуйста, чтобы скорее было утро, чтобы собрать это все. И в 6 часов заканчивается комендантский час, и чтобы быстро уехать из Харькова живыми. Поэтому, естественно, то, что люди давали нам в этих вот коммунах, в этих местах, где мы находились, эти все вот... Здесь мы взяли гель для душа, да, там шампунь какой-то. Крема для лица у меня вообще нет, поэтому я взяла в палатке, где раздавали детские вещи, вот такой вот просто крем детский для тела, хотя бы чтобы лицо мазать. То есть вот эти все вещи, которые в принципе нормальный человек собрал, у нас этого ничего нет, вообще ничего не было. Поэтому спасибо людям, что нам вот эти возможности дали, хотя бы взять какие-то средства личной гигиены, да, все это бесплатно. Вот, плюс доставить нас на автобусе туда, куда нужно, бесплатно, на поезде, все бесплатно для украинцев, все бесплатно. Поэтому не бойтесь, не переживайте, у вас волонтеры будут на каждом этапе за ручку вести туда, куда надо. Говорите, мне нужно там к подруге уехать в Италию, вам проложат путь, и на каждой остановке вас будет ждать волонтер, который вам предложит жилье, предложит еду, предложит помощь. Ваша задача уже соглашаться, не соглашаться, едете дальше. И вот так вот по такой вот цепочке выстраивается весь маршрут. У нас точно так же все было. Мы приехали, когда сегодня с Румынии, мы ехали с Румынии через Австрию, Венгрию и в итоге в Германию. Нас везде встречали волонтеры, нам везде, только наш автобус подъезжает, эти добрые люди стоят уже с пакетами, мандарины, там, бананы какие-то, что-то, сладости какие-то деткам, вода, какие-то салфетки. То есть эти люди, они просто безвозмездно, с доброй душой стоят и ждут этот автобус, чтобы дать нам какую-то еду, потому что мы там сутки ехали, естественно, в дороге, мы останавливались только на заправках, чтобы в туалет сходить. Это все почему так долго затянуло, потому что девочки много мне запросов стали писать в директ, и вообще очень сильно, конечно, вот эта вся история сплотила аудиторию, и многие
боятся выехать, и мужья пишут мне, своих жен, что вот у меня жена, я хочу ее отправить, у нее там маленький ребенок, можно это, не можно, где вы там останавливались, есть хоть какие-то контакты, я там делюсь, да, чем могу, тоже хочу помочь. И это я все к чему, что везде эти женщины и дети. Мужчин нет, мужчин с Украины не выпускают. Только по белому билету, и то не всегда. И те, кто больше 60 лет. Вот, поэтому не бойтесь. И даже если вы сами без сестер, без мам, без никого, там волонтеры вам помогут. Если у вас есть куда поехать, они вам помогут добраться до этого места. Если некуда, они вам помогут найти, где вам остаться. Мы могли в Румынии остаться, мы могли остаться в Австрии, но все-таки выбрали Германию, потому что здесь социальный вот этот пакет для беженцев очень хороший. Вот. Что еще? Если у вас какие-то есть вопросы, задавайте их в комментариях. Конечно же, мы хотим вернуться в Украину, мы скучаем за домом, я скучаю за Харьковом, но то, что сейчас превратили Харьков, без слезно, это невозможно. Смотрите, вы просто стирают всю инфраструктуру, все дома, все разрушают. Весь наш Харьков просто разрушают, просто стирают под ноль. Все, просто этого города больше такого, как он был, больше нет. Я уверена, что его отстроят однажды, он снова вернется и будет таким, как прежде. То, что сейчас там происходит, это страшно. Мне каждый день приходят смс-ки, внимание, воздушная тревога, всем в укрытие, аж сердце замирает это все читать. Тем более, что там остались наши мужчины, мы очень сильно за них переживаем, чтобы все было благополучно, чтобы мы встретились, чтобы эта вся война закончилась, мы снова вернулись домой и снова были все вместе. Но пока что нам безопаснее здесь. Конечно же, меня многие спрашивают, что вы планируете, оставаться в Германии или возвращаться в Украину. Я не могу вам на этот вопрос ответить, потому что я не знаю, что будет с Украиной, я не знаю, что будет с моим городом. Сегодня он есть, завтра его может уже не быть. Я очень хочу вернуться домой, я очень хочу вернуться в Харьков, я очень хочу вернуться в школу и в садик, в которую я водила своих детей. Я очень хочу вернуться в нашу квартиру, я очень хочу, чтобы мы снова с родителями вместе встречали праздники. И Новый год, и дни рождения, и все. Я очень хочу, чтобы Украина выдержала, выстояла, чтобы мы сплотились и были сильными, ничто нас не сломило. И, конечно же, мы очень хотим все снова вернуться домой. Но я не знаю, я не могу гарантировать этого, я не могу ответить на этот вопрос прямо, потому что я не знаю, что будет с Украиной, я не знаю, чем это все закончится. Пока что женщинам и детям безопаснее там, где не летают хотя бы крылатые ракеты над головой. Мы когда ехали с Каменец-Подольского, мы вышли на улицу, когда у нас закончился бензин. Я думала, что летит самолет, а это был не самолет. Мы смотрим на небо, и над нами пролетают 2 крылатые ракеты. Просто вот так мы все замерли от страха, от этого звука. Ты видишь, как она летит, и ты понимаешь, что она сейчас где-то упадет. И в итоге потом через полчаса мы узнаем, что эти ракеты, они попали в аэропорт Винницы. Посмотрим, что будет дальше. Я очень хочу, чтобы наши семьи снова соединились. Мы очень этого все ждем, мы очень скучаем друг за другом. Но я не знаю, что будет дальше. Поэтому, если у вас есть еще какие-то вопросы, вы мне пишите. Я буду уже сейчас купаться, ложиться спать. Потому что на завтра нужно с Алинкой найти прачечную здесь где-то. Потому что у нас очень много игрушек, которые нам дали в Румынии. Очень добрые люди, детям, котов и крокодилов. Дети так плакали за своими игрушками, вы себе не представляете просто. Мы даже Тимуркин любимый пледик там оставили, потому что у нас не было места, куда это все складывать. Потому что мы понимали, что мы едем с мужчинами на машине, мы эти вещи можем везти. Но потом мы будем через границу дальше уже передвигаться сами, и нам все это на себе тащить. Поэтому даже детские игрушки, Тимуркин пледик, мы все оставили в Украине. И спасибо добрым людям, которые помогли нам и подарили детям игрушки. И мы хотим их тоже все постирать, потому что они по всему автобусу и на пол падали, и спали мы на них, и как подушки использовали, потому что спать было неудобно. Ну, короче, нужно нам завтра найти постирочную, чтобы постирать вот эти все мягкие игрушки, пледы, которые мы тоже там нашли, одежду, которую мы тоже там взяли. Вот. И завтра нужно в супермаркет еще здесь найти, кое-что докупить. Поэтому вот такие вот дела, девчонки. Если есть у вас какие-то вопросы, пишите в комментариях, на этом буду с вами прощаться. Спасибо, что вы со мной, что вы нас поддерживаете. Мне очень-очень это все приятно читать.
На глупые комментарии, бездумные, я не буду отвечать, я уже, если честно, устала доказывать. Просто людям, которые не соображают вообще ничего, делают выводы из того, что там увидели по своему ящику, того, что им там влили в их головы, в уши. Они не слышат людей, которые здесь живут, которые видят это глазами своими, которые ощущают это на себе, которые проживают это. И если человек этому не верит и верит больше тому ящику, ну блин, мне, если честно, уже пофиг. Я уже устала доказывать, кто на кого напал, кто с кем воюет, кто в чем виноват. Если вы, блин, не понимаете, это ваши проблемы. Я не буду больше никому ничего доказывать. Я устала, честно. Я просто хочу мирного неба над головой, чтобы эта война закончилась, и все люди, блин, вернулись в свои дома и жили счастливо, как раньше. Все. Поэтому даже можете не все это не писать, друг с другом в комментариях не спорить. Самые дебильные комментарии я просто буду блокировать этих людей. И, честно, уже я устала от этого. Уже так устала от всего, что еще на комментарии на такие реагировать. Ну, просто уже даже времени нет. Поэтому, девочки, Украина сильно, Украина выдержит, мы со всем справимся обязательно. Мы обязательно вас соединимся со своими семьями, не бойтесь выезжать. Кому какие контакты, если вдруг нужны в тех местах, где мы останавливались, пишите мне в директ, чем смогу, тем помогу. Буду с вами на связи, и всем нам желаю мирного неба над головой и спокойной ночи. Пока-пока.